Рассказ о круизе начну неожиданно. Покажу вам кондиционированную остановку, которая находилась рядом с нашим отелем. Многие рассказывают об остановках в Дубае, которые кондиционируются. Но увидеть это живьем удалось только сейчас, и поэтому снимаю для вас эту картинку. Вот так выглядит обыкновенная остановка в городе Дубай. Тут действительно прохладно, дверь закрывается, и можно чувствовать себя комфортно даже в 50-градусной жаре. Пока едем в порт Рашид на такси, расскажу проверенный лайфхак. Просите на ресепшене в отеле вызвать самое недорогое такси. Это должна быть машина вот такого двухцветного окраса. В автомобиле будет большой экран, где в течение всего пути вы сможете видеть текущую стоимость вашей поездки. Если такого дисплея нет, а водитель показывает какие-то цифры на мобильном, сразу отказывайтесь, иначе по приезду вы заплатите 1,5 или 2 цены. Наша виртуоза ждет нас в порту с видом на даунтаун, центр Дубая, где сконцентрированы все небоскребы, включая Бурдж-Халифу. Вот она, красавица. Когда прибываете в порт, прямо перед входом надо сдать багаж. Круизный билет MSC состоит из 21 листа бумаги, 17 и 18 из которых посвящены багажу. Там есть места сгиба, которые превратят эти листы в полоски с номерами кают. Специальный человек на входе прикрепит их степлером к ручкам ваших чемоданов, вы оставите ему багаж и входите в терминал. Заполнили анкетки для здоровья по просьбе страны Катар и пойдем на регистрацию. Робот Экспо гуляет по круизному терминалу, поет песни и общается с людьми. Hi! Мы воспользовались советом милого робота и посетили выставку Экспо 2020 в Дубае. Ссылка на фильм об этом сейчас появится в верхнем углу экрана. Разве мы могли бы обмануть создание, у которого было столько любви в глазах? В билете указано точное время регистрации, которое якобы необходимо соблюдать, чтобы не было очереди на посадку. У нас это было 13:00. Мы специально досиживали время в отеле и зашли на регистрацию с точностью до 5 минут. Но, видимо, кроме нас никто это не соблюдал, поскольку очередь была длинной. Теперь же, зная кухню виртуозы, мы порекомендуем вам приезжать на регистрацию пораньше, поскольку весь день посадки с самого утра там работает буфет на 15-й палубе, все бары у бассейнов и анимационная команда. Пока мы стояли в очереди, обратили внимание, что круизная компания заботится о будущих пассажирах и поставила для них стол с бесплатными бутылочками воды. На стойке регистрации у нас изъяли паспорта, которые вернут только через несколько дней после посещения Катара, а взамен выдали круизные карты и надели браслеты, которые теперь станут нашим главным идентификатором на корабле и единственным способом оплаты за услуги. После регистрации вас отправляют на контроль безопасности. При выходе из терминала всех гостей фотографируют на память на фоне логотипов компании. После этого делают прикосновение к вашему браслету с считывающим устройством. Бояться этого не следует. В данном случае это делается для того, чтобы вы могли найти именно свои фотографии из тысячи других. Вскоре мы привыкнем к тому, что каждое событие на корабле необходимо сопровождать прикосновением браслета к считывалке. Будь то заказ еды, напитков, бронь билетов в театре, покупки в магазинах, везде только браслет и никаких наличных или карт. Здравствуй, наш новый домик на ближайшие 7 дней. Кроватка, инструкция. Все тут приготовлено. Ожидает гостей. Где наш чудо-балкон? Вау!
Сегодня у нас вид на Бурдж-Халифу. Наш 10-й этаж гораздо выше, чем забор, за которым мы стояли и ждали. Так что вид на Дубай сегодня шикарный. Все, что команда корабля хочет сообщить вам, будет лежать на вашей кровати вечером, будь то билеты на экскурсии и какие-то инфолистки и прочее. Но главное общение происходит посредством газеты. В ней описываются все события завтрашнего дня, экскурсии, акции в бутиках, активности аниматоров и прочее. Среди достоинств, которые нам описали в каюте, это голосовой помощник Зоя. Но то ли мы были не очень настойчивы, то ли вопросов особо не было, но подключиться к Зое у нас вышло, а заставить говорить ее нет. Видимо, имя Зоя не просто так. Настоящий лайфхак, который сделает вашу жизнь в круизе более комфортной, это струна, натянутая в душевой кабинке. Мы много слышали о том, что в круизах люди часто не могут высушить свои вещи после стирки. Вот эта струна решит ваши вопросы. Она находится прямо возле главной вытяжки каюты, и все вещи, которые мы хотели высушить, вешали туда, а утром они уже были полностью сухими. Если вы выбираете между каютой Белла и Фантазия, то отличие в принципе только одно. В Фантазии вы можете заказать завтрак в постель. Мы попробовали заполнить бланк заказа завтрака и поняли, что это не полноценный завтрак, а чашка кофе или чая с тостом и джемом. После такого завтрака хочется встать и пойти на обычный нормальный завтрак. Если эта опция вам не нужна, то переплачивать какие-то деньги за Фантазию смысла нет. Каюту посмотрели, теперь пора прогуляться по кораблю.